Привет, ARMY. Добро пожаловать обратно на этот канал. Место, где каждый маленький момент из жизни BTS может превратиться в захватывающую историю и иногда заставить вас забыть об этом. Сегодня вечером мы поговорим о моменте, который поначалу казался простым, легкомысленным, может быть, даже просто шуткой. Но каким-то образом он превратился в момент, который привел студию в неистовство. И миллионы ARMY по всему миру в неистовство. После их потрясающего концерта в Нью-Йорке, наполненного энергией, аплодисментами и любовью фанатов, BTS на этом не остановились. Их расписание сразу же переключилось на одно из самых культовых американских телешоу – The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Это шоу – не просто очередное ток-шоу. Это большая сцена, где мировые звезды делятся историями, смехом и незабываемыми моментами. Ведущий всегда энергичный и непосредственный Джимми Фэллон. С того момента, как BTS вошли в студию, оживил атмосферу. Аплодисменты толпы разносились эхом. Улыбки участников сияли. И в одно мгновение расстояние между айдолами и фанатами, казалось, исчезло. Они не только исполнили песни из своего альбома «Эrirng» с потрясающим и харизматичным выступлением, но и тепло поприветствовали ARMY в Америке, заставив всех почувствовать себя ближе. Как будто BTS были прямо перед ними, а не на экране. Однако, за всем этим невероятным выступлением был один маленький момент, который на самом деле затмил все остальное. Это был незапланированный момент, не по сценарию. И именно поэтому он казался таким настоящим. С началом ток-шоу атмосфера стала более расслабленной и юмористической. Джимми Фэллон начал задавать шутливые вопросы, которые казались обычными, но в конечном итоге привели нас в неожиданные направления. Непринужденным тоном он спросил: «Чего тебе больше всего не хватало в Чингуке?» И вдруг все взгляды обратились к одному человеку – Ким Тэхёну. Тэхён выглядел расслабленным, неторопливым, как будто он привык к таким вопросам. Затем с легким выражением лица он ответил: «Мне не хватало того, как Чингук меня дразнил». Это звучало как простой ответ, но тут же вызвало быструю реакцию со стороны Чон Чингука. Недолго думая, Чингук игриво хлопнул Тэхёна по руке. Спонтанная реакция, которая только еще больше оживила атмосферу. Тэхён продолжил, наполовину жалуясь, наполовину избалованный: «Он постоянно меня достает». До этого момента все казалось обычным общением двух близких друзей. Забавно, мило, но при этом естественно. Но потом Джимми Фэллон с удивленным и озорным выражением лица внезапно сказал: «Я думал, ты сказал, что поцелуешь меня». И тут студия разразилась смехом. Зрители расхохотились. Участники BTS присоединились. И атмосфера действительно оживилась. Все думали, что это просто забавная оплошность. Небольшой момент, который пройдет. Но оказалось, настоящий момент только начинался. Потому что неожиданно, без колебаний и с выражением лица, которое оставалось непринужденным, но в то же время многозначительным, Тэхён сказал: «Я скучал по поцелую Чингука». Мгновенно крики зрителей эхом разнеслись по студии. Энергия в зале мгновенно изменилась. От просто смешного до момента, который трудно описать словами. Все были в шоке. Все были взволнованы. И все отреагировали мгновенно. Чингук тут же отреагировал смешанным выражением лица, смущенным, шокированным, но все же пытающимся расслабиться перед камерой. В шутку он сказал: «Малышка, не выставляй».
И в этот момент все полностью изменилось. Реакция зрителей, атмосфера в студии, даже ответы других участников – все указывало на то, что этот момент был необычным. Остальные участники BTS рассмеялись, переглядываясь, как будто понимая, что ситуация выходит из-под контроля. И после этого момента начало проявляться нечто более тонкое. Это были не просто слова. Это были не просто очевидные шутки. Это был их взгляд друг на друга. Тэхён, казалось, повернул голову к Чингуку с маленькой, необъяснимой улыбкой. Не просто игривой, а многозначительной. Тем временем Чингук, несмотря на попытки рассмеяться и скрыть ситуацию, несколько раз, казалось, избегал взгляда. А затем поворачивался обратно с тем же выражением лица, смесью застенчивости и теплоты. Такие моменты часто остаются незамеченными обычным зрителем. Но для ARMY в этом то и вся суть. Потому что их взаимодействие никогда не кажется постановочным. Ничего не преувеличено. Ничего не натянуто. Просто два человека, которые, кажется, совершенно непринужденно чувствуют себя друг с другом. Даже под светом прожекторов и тысячами глаз. И если присмотреться, каждая их шутка всегда сопровождается реакцией, которую понимают только они двое. Как будто между Тэхёном и Чингуком существует особый язык. Язык, который не нуждается в объяснении, но который можно почувствовать. Даже когда остальные участники все еще смеялись. Тэхён время от времени поглядывал на Чингука, и Чингук неосознанно отвечал на этот взгляд. Ненадолго. Не слишком драматично. Но достаточно, чтобы заставить фандом снова задуматься. Была ли это просто дружба? Или что-то более глубокое, о чем они никогда не говорили напрямую? И, возможно, именно это делало каждый их момент таким особенным. Не из-за ясности, а из-за тайны, которая всегда его сопровождала. И в конце концов, этот момент может показаться кому-то простым. Просто шутка на ток-шоу. Короткий смех, промелькнувший мимо. Но для ARMY, особенно для тех, кто всегда обращает внимание на каждую мелочь, это было больше, чем просто шутка. Потому что в эти несколько секунд мы увидели нечто, что нельзя было подделать. Комфорт. Близость. И химия, которая казалась такой настоящей между Ким Тэхёном и Чон Чингуком. Возможно, это была просто шутка. Возможно, это просто часть непринужденной атмосферы на сцене. Но то, как они реагируют друг на друга, то, как они смотрят друг на друга, всегда оставляет место для интерпретации. И, возможно, именно в этом и заключается красота. Дело не в том, чтобы определить, что именно произошло, а в том, как этот маленький момент смог заставить миллионы людей улыбнуться, развлечься и почувствовать себя ближе к ним. Потому что в конечном итоге в этом и заключается сила BTS. Дело не только в их музыке. Дело также в простых моментах, которые могут тронуть сердце стольких людей по всему миру. И теперь этот момент стал частью истории, которую ARMY навсегда запомнит. Так, что вы думаете? Каким бы ни было ваше мнение, одно можно сказать наверняка. Этот момент заставил мир остановиться на мгновение и улыбнуться вместе. И честно говоря, кто бы не обрадовался, увидев их такими. Теперь ваша очередь, ARMY. Что вы думаете? Это была просто спонтанная шутка на сцене? Или за этим скрывается какой-то другой смысл? Поделитесь своими мыслями в комментариях. И не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео.
Увидимся в следующей истории BTS, которая, несомненно, будет такой же душераздирающей.